16,5 тысяч долларов именно столько стоил биткоин в начале 2023 года, и если бы вы купили его 1 января, то на сегодняшний день ваш профит составил бы целых 150%, что весьма неплохо за такой короткий промежуток времени. А все потому, что вчера биткоин пробил новый годовой максимум на уровне 42 тысячи, и наша стратегия инвестирования полностью себя оправдала, ведь на протяжении целого года я вам говорил купите биткоин, особенно после того, как BlackRock подала заявку на ETF этим летом. В каждом нашем ролике я вас предупреждал готовиться к росту. Это было когда биткоин стоил 27 тысяч, когда он уже доходил до 30 тысяч долларов, после этого был ключевой уровень 35 тысяч, и даже во время жесткого сопротивления на 38 я также говорил покупайте. Да, я прекрасно помню, как в августе биткоин упал до 25, и многие смеялись, когда речь заходила о росте, но сейчас, когда биткоин за секунду пробил 40 тысяч и не спешит останавливаться, уже вообще никому не смешно. Если вы до сих пор ждете, когда биткоин упадет до 20, 15 или вообще 8 тысяч, готов вас немного расстроить, ведь этого не произойдет, потому что даже самый большой кит Майкл Сейлор спокойно покупает биткоин на 600 миллионов долларов по рыночной цене в 37 тысяч. К тому же сейчас биткоин уже вошел в десятку самых высококапитализированных активов мира, обогнав компанию старика Уоррена Баффета. Поэтому в таких условиях нужно ждать не коррекцию на 60%, а рост биткоина до уровня 50 тысяч, ведь это первый психологический уровень, который нам предстоит увидеть. А учитывая одобрение ETF с 5 по 12 января, снижение инфляции и огромные покупки китов, биткоин пробьет 50 тысяч куда быстрее, чем мы с вами думаем. Но стоит ли покупать биткоин прямо сейчас, вы узнаете после подробного анализа рынка в этом видео. Сегодня мы разберем, что произошло с биткоином, кто спровоцировал его рост, куда он будет двигаться дальше, а также на каком уровне лучше всего купить биткоин перед ростом до уровня 50 тысяч. Так что всем холдерам, а также трейдерам рекомендую смотреть до конца. Ну а перед просмотром поддержите это видео лайком, потому что на следующей неделе ФРС проведет последнее заседание в этом году, которое сыграет очень важную роль в будущем. А чем быстрее мы наберем 800 лайков, тем раньше опубликуем ролик про это событие. Вам я желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, друзья, если вы узнали, что биткоин вырос до 40 тысяч, когда он уже пробил уровень 42, вам обязательно стоит подписаться на наш телеграм-канал, потому что только наши подписчики первыми получают самую свежую информацию, важнейшие новости, а также прогнозы. И, кстати, на этой неделе у многих альткоинов, как, например, Polygon, произойдут различные обновления и запуски интересных сервисов, которые повлияют на их цену. Поэтому, если вы желаете узнать, за какими альткоинами стоит следить на этой неделе, переходите в наш телеграм, ссылка есть в описании. Но сейчас все внимание направлено на биткоин, который не дал нам спокойно отдохнуть на этих выходных, потому что сначала он пробил 40 тысяч, а вчера против всех законов физики установил новый годовой максимум на уровне выше 42 тысяч. И что самое удивительное, уровень 40 тысяч был пробит так же легко, как и 30. Но почему? Неужели это какой-нибудь кит начал скупать биткоин, или маркетмейкеры решили ликвидировать шорты на миллионы долларов? Нет, все куда интересней. Во-первых, еще на прошлой неделе появилась информация, что SEC одобрит биткоин ETF с 5 по 12 января следующего года. А если посмотреть на календарь, то мы поймем, что у нас остался 1 месяц. Да, время пролетело очень быстро. И если учитывать, что в ноябре SEC лично встретилась со всеми компаниями, которые подавали заявки на ETF, в том числе и BlackRock, одобрение будет неизбежно. Ведь зачем вести какие-то переговоры, если бы SEC не собиралась одобрять ETF? Поэтому данный месяц может стать последним перед одобрением ETF и ростом до нового исторического максимума. Также из фундаментальных факторов не стоит забывать про инфляцию, которая уже составляет 3,2%, а любимый индекс ФРС по инфляции также стабильно снижается. 1 декабря Пауэлл сказал, что текущее состояние инфляции может заставить ФРС снизить процентные ставки. Реакция рискованных активов была более чем ожидаема, потому что акции уже целый месяц летят вверх, не меньше, чем популярные альткоины. Ведь падение индекса доллара подливает хорошую ликвидность на рынок. С биткоином происходит такая же картина, и даже лучше. Вот поэтому на выходных ни один шортист спустил слезу, когда увидел, что биткоин пробил 40 тысяч без малейшей проторговки. Как результат, за 4 дня мы получили ликвидации на уровне 400 миллионов долларов. А когда на рынке выбивает такое количество шортов, возникает шорт-сквиз, когда трейдерам из-за дефицита ликвидности приходится выкупать биткоин по более высокой цене, что еще больше провоцирует его рост. Но когда я увидел этот график, мне стало ясно, что ликвидации шортов взяли на себя небольшой процент роста, потому что основная часть роста биткоина до 42 тысяч была вызвана именно прямым спросом на спотовом рынке. Давайте объясню, что я имею в виду. Фьючерсный рынок биткоинов на Чикагской товарной бирже играет решающую роль в формировании
формирование спотовых цен, ведь совокупный открытый интерес составляет 20 миллиардов долларов, но за тот же 17-дневный период были ликвидированы шорты на сумму всего 200 миллионов долларов, что составляет лишь 1% от общего числа непогашенных контрактов. Это очень маленькая цифра по сравнению со спотовым объемом торгов в 190 миллиардов долларов за тот же период времени. Даже если брать в учет только Чикагскую биржу, то ее ежедневный объем в 2,67 миллиардов долларов должен был легко покрыть 24-часовую ликвидацию в 100 миллионов долларов. И несмотря на рост биткоина до 20-месячного максимума, рынки фьючерсов и опционов кажутся относительно слабыми, потому что основная ликвидность была получена не из-за ликвидаций, а за счет спотовых покупок. И получается, что сейчас нет четких причин ожидать каскада ликвидации шортов, если биткоин поднимется до уровня 43,5 тысячи. Также эти показатели помогли биткоину не упасть сразу после пробоя 42 тысяч, ведь он удержался в этом диапазоне и дал зеленый свет другим монетам, которые начали расти. А не использовать такую шикарную возможность для заработка было бы фатальной ошибкой. Но участники нашей подписки Coin22 Pro таких ошибок не совершают, потому что заранее получают сделки от наших аналитиков, которые следят за рынком 24/7. На таком активном движении участники Pro заработали от 50% прибыли на росте Aptos, от 55% на лонгах по монете TIA и даже 60% на падении токена Link. В каждой сделке указаны лучшие точки входа и уровни фиксации прибыли, поэтому зарабатывать таким образом сможет каждый, даже если вы новичок, тем более после подробного обучения на старте и круглосуточной поддержки. Если вы ждали подходящее время, чтобы начать торговать, то оно уже началось, и каждый день это ваша потенциальная прибыль. На нашем официальном сайте вы можете ознакомиться со всеми условиями подписки Pro. А чтобы не упустить профит и получить первую прибыльную сделку уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании. Дополнительно ко всем причинам, которые были озвучены ранее, я бы еще добавил вывод биткоина с бирж на холодные кошельки. Согласно этим данным, с 15 ноября более 20 тысяч биткоинов покинули криптовалютные биржи, хотя после ухода CZ с Binance на биржу наоборот начали возвращаться активы клиентов, и биткоин-резервы даже превысили 1%. Мы, кстати, снимали видео про то, как Binance продолжает оказывать самое сильное влияние на криптовалюту, поэтому рекомендую посмотреть. И если сравнивать биткоин с другими активами, как, например, золото, то мы увидим очень сильную корреляцию, которая особенно заметна на этой неделе, когда золото зафиксировало новый исторический максимум. А когда золото начинает расти, это очень хороший сигнал, потому что инвесторы перестают покупать облигации из-за снижения экономики и выбирают более интересные и прибыльные варианты, а именно акции, золото и криптовалюту. А если вы думаете, что главным катализатором роста выступает только ETF, это совсем не так. Ведь давайте не будем забывать про халвинг в апреле следующего года. И, кстати, Metricsport предоставили даже подробный прогноз на цену биткоина перед халвингом. Их аналитики считают, что биткоин вырастет до уровня 63 140 долларов. В своих расчетах они указали, что за медвежьим рынком 2014 года было 3 года бычьего рынка. После медвежьего рынка 2018 года опять наблюдалась позитивная динамика в течение 3 лет. И получается, что после падения в 2022 году на 65% можно ожидать рост с 23 по 25 год. Причем годы халвинга всегда показывали прибыль минимум на 100%. Также есть и катализаторы, которые повлияют на биткоин уже на следующей неделе, а именно IPC 12 числа и последняя встреча ФРС в этом году 13 декабря. Пауэлл наверняка подготовит для нас что-то интересное, ведь все-таки заканчивается год и нужно уже подводить итоги. Но что будет с криптой в эти дни, мы расскажем в новом видео, поэтому напоминаю, ставьте лайки. Но поскольку сейчас главный вопрос заключается в дальнейшем движении биткоина, давайте посмотрим, что происходит с его ценой после такого роста. На дневном таймфрейме ключевой технической целью является фигура восходящего треугольника, сформированная между 34 750 и уровнем 37 999. Такие восходящие треугольники очень часто приводят к росту после пробоя верхней границы, как это было, например, вот здесь. И самое интересное, что потенциальный рост можно было просчитать еще до пробоя 39 тысяч, потому что в таких ситуациях ширина этой части треугольника будет равняться росту, как вы можете увидеть на графике. Согласно RSI, месячный график тестирует уровни перекупленности, которых не было с начала 2021 года, а дневной график демонстрирует ранее отрицательное отклонение от перепроданности, поэтому нетрудно догадаться, что биткоин сейчас перекуплен. Поэтому вот эту поддержку можно рассматривать как первую потенциальную цель для покупки. Но самые лучшие диапазоны для покупки можно получить благодаря этому графику, на котором зеленые полосы и ниже – это места, где формируются основания цикла, и долгосрочные инвесторы накапливают биткоин. Сейчас биткоин находится на пересечении синего и белого, и если текущее движение будет как в 2019 году, то сигналом на продажу станет коррекция. Локальная коррекция, она неизбежна, ведь
Ведь не было ни одного цикла без консолидации и коррекции. И, конечно, самым лучшим диапазоном накопления, где вам 100% стоит купить биткоин, это 35 и 38 тысяч. Но эти уровни на 10% ниже текущей цены, и поэтому я всегда советую покупать определенными частями, как это делает Майкл Селлер. Не нужно покупать на все деньги по одной цене. Дождитесь первой коррекции 41, потом купите, далее 40 еще купите, повезет, что упадет ниже, также купите. И точно так же это работает с фиксацией прибыли. Продавайте только частями, на разных уровнях. И так у вас будет средняя сбалансированная цена. Правда, лично я, как минимум до халвинга, продавать не собираюсь, чего и вам советую, а буду присматриваться вот к этому диапазону, потому что есть свободные стейблкоины, на которые можно купить биткоин перед ростом до 50 тысяч, которые мы можем увидеть даже до января. Что касается альтов, то они растут не так активно, как биткоин, но это вполне нормально, потому что рынок альтов начнет расти, когда биткоин войдет в фазу консолидации, выше 40 тысяч. В этом случае ликвидность пойдет в эфир, а далее в другие альты, поэтому альткоины лучше не продавайте. А если вы слышали миллион предупреждений о том, что биткоин упадет, будет стоить 0 и никакого роста не будет, советую просто посмотреть на график, и сразу все станет на свои места. Биткоин будет расти, и это неизбежно. Конечно, с временными откатами, что вполне нормально, но общий тренд, как минимум до халвинга, остается положительным. Поэтому, друзья, в данном ролике, как и в других, мы четко придерживаемся нашей стратегии холдинга и будем продолжать держать биткоин. И именно такую стратегию мы рекомендуем использовать вам. А если вы желаете торговать, то воспользуйтесь теми ключевыми уровнями, которые я озвучил ранее. А чтобы заранее знать, когда биткоин будет по 50 тысяч, подпишитесь на наш телеграм. Там много всего интересного. Дополнительно жмите колокольчик и не пропускайте новые видео. Вам желаю удачи, до скорых встреч!